Привет, друзья! В сегодняшнем видео пойдет речь о прикормке. Прикормке универсальной, которая подойдет для ловли карпа на дикаре и на амура. Почему я так говорю? Потому что проверен личным опытом. Смотрите, эта прикормка состоит из трех составляющих. Это конопля ненаркосодержащая, которая продается в рыболовных магазинах, кукуруза и пшеница. Все общедоступные ингредиенты. А почему она универсальная? Потому что у меня есть видео, будет ссылка в описании, где я на дикаре ловил именно с точки, прикормленной этой прикормкой, именно этой прикормкой ловилась карп. А амура, ребята очень часто в спорте применяют эту прикормку, прокручивая ее через мясорубку, тут же заправляя ее там сгущенкой, либо пылящими ингредиентами и закармливаются, и амур очень хорошо подходит. Так случилось, в принципе, на соревнованиях, которые есть, тоже будет ссылка в описании. Там ребят, которые первое место заняли, они по амуру очень хорошо прошлись. Они используют не самодельную, а покупную прикормку, но аналогичного примерно рецепта. Итак, сейчас приступаем. Для этой прикормки мне нужен вот такой эмалированный бак. Он очень удобен, потому что, когда я его приготовлю, он вместится вот в такое пластиковое ведро. Я такими ловлю, беру в прикормку, поэтому я беру под эту тару равняюсь. Поэтому беру вот такой эмалированный бак. И для этой прикормки нужно немного совершенно зерновых. Это я взвешивал на весах. Здесь у меня килограмм, еще раз повторюсь, зерна конопли не наркосодержащие, купленные в рыболовном магазине. Я всегда засыпаю ее первым. Потом, дальше у меня идет ровно 2 килограмма кукурузы. Купленной на обычном птичьем рынке или колхозном рынке, как угодно назовите. 2 килограмма. Единственный совет мой, всегда ее промывайте несколько раз. Потому что перед тем, как в хранилище отправить эту кукурузу для продажи, чтобы не ели всякие мыши, крысы, то их обрабатывают. Поэтому лучше смыть вот это вот, чем сбрызгивают эту кукурузу, лучше ее помыть подольше, несколько раз, там 4-5 раз, чтобы смыть эти химкаты. Я уже подготовил ее, и у меня здесь 2 килограмма. Эта прикормка очень легко приманит вам карпа и будет удерживать также амур. И последнее. Это обычная пшеница, зерна пшеницы, 1 килограмм. Обратите внимание, сколько здесь получилось ингредиентов. Смотрите, вот получилось столько ингредиентов. Я залью воды ровно вот по эту выемку. И прикормка поднимется где-то вот до этой отметки. Вот. А когда она сварится, она примерно вот так будет. Ну, либо здесь, либо так. И этого хватит для того, чтобы заполнить пластиковое ведро. Вот, ребят, я залил. Смотрите. И она вот как была слоями, я ее не перемешивал, так она и будет настаиваться. Я залил воду. И будет настаться сейчас вечер, до следующего вечера. Вечером я ее отварю. И дальше покажу, что с ней нужно сделать для того, чтобы она стала той уловистой, которую я вам говорил в самом начале. Ребят, прошли сутки. И через сутки вечером я пришел после работы и отварил. Я иногда варю, иногда у меня супругу я прошу. Отваривал я зерновые 2 часа. Примерно ориентировочно около 2 часов. Чем больше вы варите, тем больше она разваривается. Вот именно для этого рецепта это самое главное. Больше разварится. После того, как вы отварили, лучше всего дать остыть прям с водой, с чем вы есть, чтобы 2-3 часа оставилось. Первая она остынет, вторая она разбухнет, эта прикормка. Это тоже хорошо для нее. И когда я варил, я добавил горсть соли. И горсть или 2 можно добавлять сахара. Но соль и сахар вы добавляете на свое усмотрение. Можно и без нее, я тоже варил, без нее тоже она хорошо работает. И самое главное, сейчас начинается. В этой прикормке я достал мясорубку. Ну, ту мясорубку, которую я делаю бойлы. Я на нее делал самую большую сетку с самыми большими дырками. И через нее пропущу все ведро. Это самое главное в этом рецепте. И сложу все это, вот как вам говорил, в это пластиковое ведро. Не переключайся. И смотри до конца, потому что в конце я покажу на водоеме, как она растворяется и как она работает в воде.
Ребята, вот когда получается вот эта прикормка, вы можете посмотреть, она полусухая. То есть вы можете варить ее очень много, она разварится, но когда вы перегоните ее через мясорубку, она будет такая вот липучая и немного суховатая. То есть не бойтесь переварить кукурузу, кукуруза внутри полусухая. Она не вся вот сваривается хорошо. И когда набирается чашка, мы ее вываливаем в это ведро и немного приминаем. Не бойтесь приминать. В этом ничего страшного нету. Я вам обещал последние кадры в конце будут, как она будет работать на водоеме. Вы увидите, что она будет отлично работать даже в примятом состоянии. Кстати, спортсмены варят сразу же на водоемах примерно такую же смесь и перекручивают на мясорубке, чтобы сразу закидывать. Первое – свежесть продукта, второе – быстрая механика работы. Вот. Но у меня нету такой роскоши, я не буду делать это на водоеме. Я завтра еду на рыбалку, сейчас подготавливаю. И, кстати, она хранится также хорошо, зерновые, не надо оставлять ее, чтобы она скисалась на солнце. В течение суток, двое, суток полтора не точно хранится. Ну, двое может уже чуть-чуть подкиснуть, но это не сильное брожение, можно кормиться, все будет нормально. Так, продолжаю. Так. Сейчас она у меня горячая, потому что уже темно, и мне нужно все-таки доделать ее вечером. Обычно я ее даю зерну приостыть. Итак, ребят, у меня получилось, как я вам говорил, вот такое пластиковое ведро. Ребят, 4 килограмма зерновых, килограмм конопли, 2 килограмма кукурузы, килограмм пшеницы. Если вы знаете, что на пруду чаще кормят, например, это дикарь, и там больше гороха, значит, пшеницу замените на горох. И будет у вас такая же классная прикормка. На карпа она отлично работает, не хуже, чем бойлы. Дикарь на нее отлично откликается и платники. Вот эта мелкая дисперсия прикормки создает ровный слой пятна. Рыба приходит на него, очень хорошо реагирует. Взвешенные частицы очень хорошо люфтят в этом прикорме. И они все раздробленные зерновые. Рыба приходит, пытается насытиться ей и не наедается по одной простой причине. Она больше крутится в вашем питье, потому что нет целого большого зерна. А раз нет больше целого зерна, значит, она еще будет дольше искать этот корм и дольше его пытаться съесть. Второе. Взвешенные частицы очень хорошо привлекают. Третье. Конопля – это слабительное, природное. В это все сварено в соке конопли. Все, практически ликвидов не надо. И если вы хотите на амура, то добавьте в эту прикормку либо сверху, перед тем, как закармливать, залейте сгущенкой, либо сухое молоко. И это будет еще пыление в разы больше. Амур будет отлично идти на эту прикормку. Если вам понравился рецепт, ребят, ставьте лайк и делитесь этот рецепт со своими друзьями. А следующий кадр как раз будет о том, как она работает на воде, чтобы вы сами убедились, как она растворяется. То есть не бойтесь ее притрамбовать, а об этом в следующем кадре. Итак, ребят, я обещал кадры с водоемом. Вот смотрите, прикормка, я ее наполовину уже выкормил. И сейчас вот возьму кусок, вот, видите, и покажу вам, как она растворяется. Видите, распадение идет. Она вокруг вся. И второе, когда вы ее берете, она прям легко сама вот с ведра вы достаете, она вот сразу рассыпается. То есть не бойтесь, приехали, нужно вам, разрыхлили. Вот. И вот кинули. Смотрите, какое пятно. Вот, смотрите. Пятно. Отлично. И в воде мутит, и на дно опускается отлично. И отлично кормовой такой ковер создает. Сейчас я ее часто стал использовать. Это одна из лучших зерновых прикормок, которая может быть. И самое главное, она не привлекает, но не насыщает рыбу. Всем, кому понравилось, делитесь видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем ни хвоста, ни чешуи.